Глава 91. Кража сокровищ. Пока этот карлик был безмерно доволен собой, Хань Ли размышлял. Двое быстро выскочили из 7 тайн секты стороны. После того, как они выскочили из толпы, не говоря ни слова, они бросились прямо к карлику так быстро, как молния. Они были двумя оставшимися бойцами, Ван Цзюэчу у мужчин были скорбящие лица. Было очевидно, что смерть высокого и крепкого мужчины сильно огорчила их. В результате они чувствовали бесконечное омерзение к монаху Золотого Света и не обратили внимания на запредельную скорость движений его меча. Они были поглощены жаждой убить противника и взять реванш от имени своего погибшего товарища. Лидер секты Ван изначально планировали оградить их от необдуманных действий, но признал, что с этим карликом, способным мистиком техники, пришлось бы рано или поздно столкнуться. Эти два бойца были единственной угрозой для карлика. Вместо того, чтобы остановить их сейчас, лучше воспользоваться их желанием мести и немедленно столкнуть их с карликом. Думая об этом, Ван Цзюэчу проглотил слова, которые он собирался сказать, чтобы позвать их обратно. Монах Золотой Светлый получил свой урок не так давно и не решался недооценивать этих противников. Он направил серый свет на двоих одним пальцем. Серый свет тут же превратился в длинный луч света и направился прямо к ним. Боец, который изначально напоминал ученого, подозревал, что летающий меч серого света полетит к ним. Он поднял бровь и поднял руку, выпуская тонкие серебряные линии из рукава. Он столкнулся с серой полоской света в лоб, остановив ее на секунду. Однако серая полоса света затем бросилась вперед, как будто ничего не случилось. Казалось, что серебряные линии не имеют большого эффекта. Другие не могли ясно различить природу серебряной линии, обладающей стиль вечной весны. Хань Ли был в состоянии видеть все очень ясно. Она состояла из десятков серебряных игл, выстреливших подряд по прямой линии. Однако он не знал, какой метод использовал ученый. Такая мощная техника, способная сильно выпускать множество тонких, легчайших игл, в значительной степени заинтересовала Хань Ли. Видя, что серебряные иглы не имели никакого эффекта, ученый не запаниковал и начал обматывать свое тело, как волчок. Сразу после этого его вращающийся силуэт породил бесчисленные холодные лучи света разного размера, которые разделились на две части. Одна часть превратилась в серебряный поток, который сразу ударил серый свет, производя резкий потрескивающий звук. К сожалению, он не смог уничтожить серую полоску света. Другая часть полетела прямо в сторону карлика, сталкиваясь с золотым барьером. Динь-динь, но это было захватывающее зрелище. Серая полоска света бросилась к серебряному потоку, заставив падать бесконечное количество обломков. Так они были полностью разрушены, никто не мог узнать их первоначальный вид, но объекты, которые отскакивали от золотого барьера, были целы и получили минимум повреждений. Эти объекты сформировали серебряный ручей, который состоял из нескольких метательных ножей, чёток, семян лотоса, железа, металлических монет и множества скрытого оружия. Там были еще несколько незнакомых предметов, которые не могут быть названы. Монах Золотой Свет был слегка удивлен. Впрочем, он тут же скривил губы и подумал, что это мирское металлическое оружие не может сохранять свое сокровище долго. Тай. Огромный крик, как весенний гром, резонировал через арену, шокировав всех присутствующих и оставив их в трепете. В этот момент каждый увидел одетого в серый человека, который в неизвестный момент извлек драгоценный меч из-за спины и неуклонно бросился вместе с ученым к серому свету. Свет около 2 дюймов величиной исходил из кончика меча, который тот держал в руках. Свет непрерывно рос, испуская холодный воздух. Меч-пойнт. Неизвестно было, кто первым выкрикнул название этого высшего мастерства меча, которого в своих мечтах жаждал каждый мечник. Вдруг раздался взрыв. Страсть вспыхнула как изнутри, так и вне сцены, и если кто-либо скажет, что летающие мечи — это всего лишь слухи, легенды, тогда этот меч будет легендой Цзянху, о котором мечтает каждый мечник. В тот момент не только меч-пойнт и летающие мечи появлялись в последовательности,
но они также сталкивались. Кто бы ни сгорел от злости, что не смог лицезреть такую сцену. Это был момент, ради которого стоит жить, однако в этот момент Цзя Тиньлунь был не в восторге от толпы. Наоборот, он почувствовал холодную ауру и очень встревожился. Только теперь, оглядываясь назад, он понимал, каково это — быть в ужасе. Хотя он и раньше знал 3 скрытых великих экспертов секты Семи Тайн, он не предполагал, что этот специалист будет иметь достаточно большой навык, чтобы использовать меч-поинт. Если бы Цзя Тиньлунь не заручился поддержкой монаха Золотого Света, этот серо одетый человек, способный использовать меч-поинт, мог бы убить каждого с их стороны. Цзя Тиньлунь побледнел, а серо одетый человек уже попал под серую полосу света. В этот момент было неизвестно, исчерпал ли ученый свой запас спрятанного оружия или намеренно остановился, но вращение тела ученого внезапно прекратилось, нарушая серебряный поток, который упирался в серый свет. Оставшись без сопротивления, серый свет пал в сторону головы серо одетого человека. Серо одетый мужчина схватился за меч обеими руками и бесстрашно прыгнул высоко в воздух. Он махнул острием своего меча и яростно ударил серый свет. Четкий денг звук распространился по воздуху. Серо одетый человек попятился на несколько шагов и упал на землю. Вскоре после он открыл рот, и в него брызнула кровь, и его выражение лица стало подавленным и вялым. Первые 3 сантиметра меча в его руке исчезли, и он превратился в плоский выступ. Серая полоса пережила этот удар, и как выстрел или птица упала с неба. Даже после посадки в пыли серый свет не померк. Вместо этого полоса продолжала непрерывно пульсировать, оставаясь невредимой и совершенно бодрой. Видя это событие, как толпа одновременно вскрикнула от удивления. Однако, когда крики членов секты Семи Тайн были полны радости, сторона Цзянь Тиньлунь была полна беспокойства. Ученый также был в приподнятом настроении, но он замешкался на мгновение, пока смотрел на скучного серо-одетого человека и глаза карлика. Тем не менее, он направился в сторону карлика, готовясь к нападению на врага. Не дожидаясь, пока ученый приблизится еще на несколько шагов, серо-одетый человек вдруг заорал из-за спины: «Быстрее, уворачивайся!». Ум ученого был поражен, но он сразу же начал двигаться. Однако он почувствовал прохладу у шеи и увидел, как серый свет пролетел мимо него. Он видел, как обезглавленное тело бежало вперед несколько шагов и вскоре упало на пол. Спина тела казалась весьма знакомой. Монах Золотой Свет в тот момент совершенно обнаглел. Он вновь скомандовал серому свету, отправившемуся на землю, внезапно подняться и лететь в сторону сероодетого человека, единственного выжившего из 3 экспертов. Он был безмерно горд небольшой схемой, которую он использовал, чтобы избавиться от ученого. Как только он собирался сразу же убить то, что осталось от секты Семи Тайн, убив этого сероодетого человека, он вдруг услышал фразу фигуры в толпе. «Это твое летающее умение, а мне оно понравилось. Как насчет того, чтобы подарить его мне и позволить мне поиграться с ним?» Как только он услышал это, он почувствовал грозную духовную силу, приблизившуюся к его серому свету и насильственно разорвавшую его связь с ним, вырвав свет из-под его контроля. Серый свет, который изначально летел навстречу человеку в серой одежде, развернулся в воздухе и полетел в толпу. Там, где появился серый свет, люди потеряли голову от страха и повсюду прятались. Только обычный на вид парень всего 17-18 лет стоял неподвижно на своем месте. Этот юноша на миг улыбнулся в сторону монаха Золотой Свет, обнажая чистые белые зубы, контрастирующие с его загорелой кожей. Затем он указал на серый свет, который послушно упал в его руки. Бессмертный культиватор. Сердце карлика дрожало, а лицо стало мертвенно-бледным. Глава 92. Меч-талисман. Все, кто видел, что делал этот молодой человек, думали, что глаза их обманывают. Изначально, когда они увидели, что серый свет повернул и полетел навстречу толпе из секты Семи Тайн, они решили, что карлик передумал, намереваясь сначала убить учеников скромного боевого искусства и затем разобраться с одетым в серое человеком.
Кто бы мог подумать, что серая полоска полетит в толпу и приземлится в руки, казалось бы, обычного ученика, который без труда получил ее. Это было слишком невероятно, чтобы поверить в это. Сторона секты Семи Тайн, в том числе лидер секты Вен и серо одетый человек, чувствовали приятное удивление и облегчение от неожиданного спасения. Ван Цзюйчу был в экстазе и был еще больше рад тому, что он предусмотрительно согласился, чтобы Хань Ли участвовал в дуэли. Он знал, что выживание участников дуэли, а также выживание секты Семи Тайн, отныне целиком и полностью будет зависеть от этого глубоко таинственного доктора Хань Ли. Ли Фэю понял, что Хань Ли украл. В этот момент его челюсть отвисла и не закрывалась некоторое время. Хотя он знал, что его близкий друг был немного нерешительным для того, чтобы иметь смелость отобрать летающий меч бессмертного культиватора, это был подвиг, о котором Ли Фэю мог только мечтать. Все на самом деле зашло так далеко, что Чжан Сюэр, старейшина Ли, и противостоящие Цзя Тиньлунь стояли с широко раскрытыми глазами и молчали. У каждого из них были очень интересные выражения лиц. Многочисленные взгляды были полны страха, сомнений и приятного удивления, но все они упали на Хань Ли. Хань Ли выглядел радостным и все время улыбался. Казалось, ему было совершенно безразлично внимание зрителей. Однако никто не знал, что за этой спокойной внешностью его ум был наполнен бесконечной досадой. Только небеса знали, что Хань Ли совершенно не хотел принимать какие-либо меры. Его первоначальным планом было дождаться карлика, чтобы небрежно разбить его золотой барьер и затем украдкой напасть. До тех пор он хотел скрываться в тылу и использовать очень маленькие огненные шары, чтобы легко убить оппозицию. Но кто бы мог подумать, что его план изменится? Хань Ли, просто посмотрев на серую полосу, бессознательно использовал технику, которую он выучил раньше благодаря бесконечным практикам, технику телекинез. Результатом был простой захват объекта. Такой простой захват был очень неожиданным. Хань Ли просто использовал свою магическую силу на серый ободок и легко устранил духовную силу карлика, установив связь между собой и светло-серой полосой. С одной стороны, Хань Ли без особых усилий захватил сокровище соперника и был тайно в восторге. С другой стороны, он теперь не имел никакого выбора, кроме как противостоять карлику, что было немного неудобным для него. Он отчетливо понимал, что он не обладал достаточной силой, чтобы сломать панцирь соперника. Единственная вещь, дающая ему утешение, это то, что его магическая сила была выше в несколько раз его оппонента. Конечно, ни малейших признаков беспокойства не было видно на лице Хань Ли. Потому что он был полностью осведомлен, что психологическая стойкость давала ему большое преимущество в непосредственном противостоянии и в несколько увеличивала шансы на успех. Это был трюк, который он узнал из руководства по магическому мечу. В результате, после осознания, что карлик является сильным соперником, Хань Ли не показал этого и вместо этого сделал вид, что у него есть козырь в рукаве. Он неторопливо играл с сокровищем в руках. Серый ободок остался живым, и его длина была неопределенной, и его истинный облик все равно оставался непонятным. Хань Ли поднял голову, чтобы взглянуть на немного бледного карлика, и слегка улыбнулся. Он слегка потер серую полосу в руках. Блеск серого ободка сразу же исчез, раскрывая истинный облик. На самом деле это был даосский талисман. Кроме того, изображение маленького серого меча было обращено на этот своеобразный талисман. Небольшой серый меч был ярко и реалистично нарисован на талисманной бумаге, словно он был настоящим. Кроме того, не было никакой магической силы, заставляющей маленький меч двигаться, но он сам испускал слабый льющийся свет, как будто он был исключительно острым. Его холодная аура была зловещей. Однако он засомневался относительно этого даосского талисмана. Думая о предыдущих проявлениях его выдающейся таинственной силы, он почувствовал себя немного удовлетворенным. Ведь он своими глазами видел его свирепость, он был уверен, что этот талисман в будущем окажется весьма полезным. Хань Ли просто положил талисман в карман. Он не осмелился использовать его против бывшего владельца.
Кто знает, какие уловки противник мог сделать с оберегом. Кроме того, он был совсем не знаком с техникой телекинеза и никогда не практиковал ее на подходящем объекте. Он предположил, что было бы очень трудно травмировать соперника этим объектом. Напротив, монах Золотой Свет беспомощно смотрел, как Хань Ли прикарманил сокровище, которое он отобрал у него. Он не мог не рассвирепеть, но ему не хватило смелости сделать шаг вперед и отобрать его. Следует учитывать, что, поскольку противник мог легко стереть его духовную силу с талисмана, магическая сила соперника должна быть в несколько раз больше, чем его собственная. У него действительно не хватило смелости выступить против него. Хань Ли увидел, что карлик был напряжен. Монах Золотой Свет явно был зол, но не посмел заговорить, зная, что он уже был покорен противником. Не зная, кто был сильнее, Хань Ли жаждал решить этот вопрос только больше. Наконец, решив быть лисом, замаскированным под тигра, Хань Ли применил технику гравитационных полетов, и его фигура мелькнула несколько раз, прежде чем он не возник перед карликом. Видя, что Хань Ли перемещался, как появлялись и исчезали боги и демоны, монах Золотой Свет все более боялся. Он не мог не отшатнуться на несколько шагов, робко сказав тихим голосом: «Что ты собираешься делать? Я не завоевываю ни ресурсы этого региона, ни духовные травы или бессмертный эликсир. Я только получил немного золота от этих смертных, ничего более. Кроме того, я не нарушаю интересы местного клана. У тебя нет причин убивать меня». Услышав эти слова, Хань Ли тайно был в восторге. Он знал, что противник принял его за представителя бессмертного клана культиваторов. Его уверенность вдруг немного возросла. Он намеренно слабо улыбнулся. «Почему ты взял на себя инициативу, чтобы участвовать в смертельной битве и нарушать местные порядки светского мира? Это ставит мой клан в трудное положение». Слыша слова Хань Ли, карлик сделал вывод, что тот не собирается его убивать, и это вновь вернуло карлику немного уверенности. Два его маленьких глаза несколько раз повращались, и он поспешно сказал в уклончивой манере: «Я ученик клана от горного хребта Цинье. Я просто проходил мимо. Так как я был старым другом командира банды одичавшего волка, я не мог устоять перед их просьбой и решил помочь им. У меня не было намерения умышленно оскорбить ваш клан. Брат, я надеюсь, ты простишь меня. Как называется ваш благородный клан? В будущем я, скромный человек, непременно посещу ваш клан, чтобы извиниться за это преступление». Глава 93. Бушующее пламя, сжигающее врага. После выявления факта, что он из клана Е, карлик невольно выпятил грудь. Как будто он мог опираться на слова, которые он только что сказал, тон его голоса тоже стал более смелым. Казалось, он был крайне уверен в известности, связанном с именем клан Е с горного хребта Цинье. Видя, как вдруг возмужал карлик, Хань Ли сделал вывод, что клан Е должен быть знаменитым бессмертным кланом. Однако, даже если карлик обладал такой внушительной поддержкой, он все же был в панике во время начала боя и совершил ошибки, которые ясно показывали, что он не врал. Он был просто никем в бессмертном клане. Его жизнь или смерть не имели значения для клана, которому даже не помешало бы, чтобы он погиб. Хань Ли сделал свое решение в течение нескольких мгновений. В душе он уже решил добить своего соперника, так как он знал, что не будет каких-либо будущих последствий. Этот вычет уничтожил последние капли симпатии в Хань Ли, чье сердце все сильнее горело убийственным намерением. Ведь магическая сила соперника не может сравниться Хань Ли. Даже движения и действия карлика сводились к тому, что идиот, несмотря на рост, был бессмертным культиватором. Все же здесь редко можно было найти бессмертного культиватора. Даже если бы не было никаких условий в перестрелке, Хань Ли не хотел отказываться от этого шанса и отвергать этот подарок. Кроме того, Хань Ли мог легко понять, что карлик не был добродушнейшим, основываясь на его поведении и речи. Таким образом, когда Хань Ли перешел к активным действиям, он не имел ни малейшего сомнения. Цинь. Е-клан. Может быть, он из знаменитого клана. На лице Хань Ли появилось удивление,
как если бы он поверил словам карлика. Его соперник был так смел, использовав это имя, чтобы запугать его. Хань Ли молча догадался, что этот клан должен быть довольно известным среди бессмертных культиваторов. Это именно то клан Е. «Брат, ты слышал о клане, поэтому я считаю, что ты не будешь для меня все усложнять». Видя, как великое имя клана Е влияет на Хань Ли, карлик начал хвастаться и говорить громким голосом. «Клана Е». Хань Ли сделал вид, что смущается, он почесал голову, показывая лицом восхищение. Увидев такую реакцию, радость расцвела в сердце карлика. Он сразу бросился в сторону и исступленно забил в барабан, создавая какофонию шума. Он безумно боялся, что ситуация окажется невыгодной для него, если это затянется. «Как насчет этого? Я приведу тебе одного из старейшин клана, и пусть высшее руководство решает, как мы должны разобраться со всем». «Как насчет этого, брат?» Хань Ли ответил, как будто он был в трудном положении. «В этом нет необходимости. Это всего лишь маленький вопрос. Если ты хотите, чтобы старейшины ввязывались в такое маленькое дело, я боюсь, это оставит плохое впечатление в глазах старейшины и будет очень вредно для твоего будущего развития». В тот момент, когда гном услышал ответ Хань Ли, он не мог не прыгать в шоке. Он быстро сделал заботливое лицо, пытаясь отговорить Хань Ли. Монах Золотой Свет видел Хань Ли как неопытного молодого бессмертного культиватора, который путешествовал, чтобы получить жизненный опыт. Он думал, что Хань Ли был в ловушке внутри своего клана и оккультуривал. Единственное возможное объяснение юношеского возраста Хань Ли и его глубокой магической силы — то, что он только недавно вышел в светский мир. «Спасибо за напоминание, брат». Хань Ли оказался очень тронут, опустив голову, размышляя. Вытянув руки, он достал талисман с небольшим мечом над ним. «Это первый раз, когда я встретил тебя, брат, но ты уже показал такую большую заботу для меня. Я думаю, я должен вернуть это сокровище вам, его владельцу». Обманчиво, Хань Ли проговорил это искренним тоном, хотя были и некоторые следы нежелания в его выражении. Карлик был очень счастлив. Он думал, что бессмертный культиватор перед ним был настолько наивен, что хотел вернуть сокровища, которые он потерял. Боясь, что какие-либо колебания заставят Хань Ли передумать, карлик перестал думать об этом и поспешно решился. Когда он взмахнул руками, золотой барьер вокруг него полностью не растворился. Он протянул руку, чтобы вернуть талисман, и грубо сказал: «Поскольку ты, брат, искренен, я перестану быть вежливым». Видя, что карлик протянул руку в попытке схватить талисман, выражение лица Хань Ли резко изменилось. Он указал на спину карлика и взволнованно крикнул: «Лидер клана! Почему уважаемый старейшина прибыл в это место?» Услышав это, карлик застыл, так испугавшись, что он больше не заботился о сокровище. Он повернул голову, но там никого не было, только тишина. Вот дерьмо. Как ни был глуп карлик, он понял, что попал в ловушку Хань Ли. Поспешно повернув туда голову, он мог только чувствовать ощущение тепла возле груди. Вскоре огонь начал подниматься вверх по его телу, превращая его в море огня. В мгновение ока карлик был сожжен в пепел. После этого момента Хань Ли вздохнул и вытянул руку, которую он использовал, чтобы ранее стрелять огненным шаром. С помощью небольшой техники огненного шара он убил своего противника одним движением. Весь процесс казался очень простым, но на самом деле он приложил немало усилий, чтобы придумать этот план. Теперь, когда его внезапная атака удалась, радостная улыбка вспыхнула на его лице, и он тихо похвалил себя. Цзя Тиньлун и Ван Цзюэчу ясно видели, что сейчас произошло, но они не понимали, что они видели. Потому что ни Хань Ли, ни карлик не позволили другим слушать их разговор, они говорили чрезвычайно тихо. Зрители были слишком далеко и поэтому не могли слышать их голоса. Они только знали, что, глядя на Хань Ли, карлик очень боялся, но после обмена несколькими фразами, карлик, по-видимому, искренне что-то просил у Хань Ли. В последние мгновения его жизни
Они увидели, что, когда карлик повернулся спиной, Хань Ли резко обрушил огненный шар и испепелил защитника банды одичавшего волка, и тот легко распался на слой белой пыли. Цзя Тиньлун почувствовал горький привкус во рту, такой горький, что он просочился глубоко в его сердце. Как это могло случиться? Изначально результат был в их пользу, но почему так? После того, как этот неприметный ученик из секты Семи Тайн появился, все вдруг перевернулось. Даже монах Золотой Свет, бессмертный культиватор, был сожжен до состояния, когда он не может быть более чем мертвым. С другой стороны, эмоции Ван Цзюэчу, естественно, были противоположными от его великого врага. Он крепко сжал рукоять своего длинного меча, который был размещен на его талии, и смотрел с возбужденным выражением. Сидя на корточках в неказистой позе, он взглянул на Хань Ли, который легко уничтожил карлика, с горячим выражением лица. Хань Ли был очень взволнован. Однако это было не просто волнение от победы над карликом. В пепле монаха Золотого Света он обнаружил несколько предметов, которые не были сожжены. Там было немного вещей, только талисман, медальон команды и книга. Талисман был тот, который карлик использовал для того, чтобы раскрыть золотой барьер. Хотя Хань Ли не знал заклинания, этого было достаточно, чтобы свести его с ума от радости. В настоящее время эта вещь, которая нужна ему больше всего, защитная мера, которая может быть использована, чтобы спасти его жизнь. Медальон команды был черной, треугольной формы. С одной стороны, там были золотые слова, высеченные на нем, «Бессмертное вознесение», с другой стороны, слово «команда» было выгравировано серебром. Весь медальон, казалось, не был сделан из металла, но он был тяжелым и твердым на ощупь. Хань Ли понятия не имел, для чего он может быть использован. То же самое и с книгой. Хань Ли знал, что это какой-то неординарный объект, учитывая тот факт, что он не сгорел после того, как он использовал свою технику огненного шара. Но пролистав несколько страниц, он понял, что эта книга была генеалогической записью кого-то по фамилии Цинь. Хань Ли не знал, ни как это было связано с монахом Золотого Света, ни почему это было так важно, что карлик носил его с собой. Этот карлик говорил, что он был учеником из клана Е, но он привез с собой родословную запись тех, кто был по фамилии Цинь. Мог ли быть незаконно рожденным ребенком из клана Е? Сильно разочарованный, Хань Ли сделал несколько догадок. Глава 94. Полная победа. Хотя он и получил эти три вещи, он не был способен сразу же использовать ни одну из них. Впрочем, Хань Ли собрал их без тени вежливости. После этого Хань Ли встал и смахнул с себя пыль. Лживо улыбаясь, он посмотрел в сторону Цзя Тиньлуня и остальной банды одичавшего волка. «Вы сами уйдете или мне вас лично проводить?» Тон Хань Ли был очень вежлив, но смысл его слов встревожил банду одичавшего волка. Услышав эти слова, Цзя Тиньлун почувствовал, как необыкновенный холод проникает сквозь его тело и замораживает все его лицо. Он постоянно предостерегал себя оставаться спокойным, ведь спокойствие — лучший способ бороться с этим человеком. Однако он не мог не вытереть лоб, который был покрыт слоем холодного пота. Цзя Тиньлунь выдавил горькую улыбку, зная, что ему не нужно зеркало, чтобы убедиться, что его нынешний цвет лица был, без сомнения, крайне неэстетичный. С большим усилием он повернул голову, чтобы посмотреть на всех банды одичавшего волка, только чтобы обнаружить, что лица его людей тоже были бледны. Все они были напуганы и имели выражения, которые предсказывали скорый приход великой катастрофы. Эти люди были в растерянности, не зная, что делать. Ни малейшего желания бороться не было в растерянных глазах. Цзя Тиньлун опечалился. Он посмотрел на своего заклятого врага, секты Семи Тайн, Ван Цзюэчу, холодно всматривался в него взглядом, который мог бы убить. По большей части, остальная толпа жаждала мести. Цзя Тиньлун был в недоумении. Тогда он невольно взглянул вглубь арены, и его взгляд упал на его когда-то верных подчиненных. Прежние чувства, которые они имели, и то, что выражали их лица сейчас, не имели ничего общего друг с другом.
Некоторые были озабочены, другие, которые были в стороне, но большинство из них обладали неожиданно веселыми лицами. Все они шептались друг с другом, видимо, испытывая удовольствие от бед Цзятинь-Луня. Этого не произойдет. Мы сами будем решать, уйти или умереть здесь. Мы будем выживать и продолжать борьбу. Но вдруг безумие промелькнуло в глазах Цзятинь-Лунь. Люди, подходите. Железная гвардия, приготовить арбалеты. Остальные ждем ваших приказов. Неожиданно Цзятинь-Лунь громко взревел с большим количеством внутренней силы. Цзятинь-Лунь был достоин быть командиром. Хотя мужчины, раньше участвовавшие в перестрелке, были в смятении и страхе, его рев, содержащий внутреннюю силу, вызвал у них подъем духа, заставляя мужчин чувствовать себя, как будто они только что проснулись от сна. Независимо от того, были ли они из банды одичавшего волка или просто экспертами из небольшой фракции, все они имели опору. Один за другим они вытерли свои кулаки и потерли ладонями, обретя решимость сражаться до смерти. Хань Ли слегка морщил брови и фыркнул. Убрав руки за спину, он медленно пошел к Цзятинь-Луню. «Кажется, мне все равно придется тратить еще немного энергии», — подумал Хань Ли, смеясь про себя. Огонь арбалеты. Видя, что его противник входит в зону, Цзятинь-Лунь облизал сухие губы и отдал приказ без колебаний. Сразу же сотни зеленых стальных арбалетов яростно застреляли в сторону Хань Ли. Они образовали большую стену перед Хань Ли, не давая пройти даже дождю и ветру. Произошла удивительная сцена. Когда Цзятинь-Лунь увидел Хань Ли, подходящего к нему навстречу пулям, он совершенно не боялся. Вместо этого он одарил Цзятинь-Лунь странной улыбкой, прежде чем его тело начало расплываться. Те, кто приближался к нему с арбалетными болтами, прошли сквозь фигуру Хань Ли без малейшего затруднения, а она полетела вдаль. В ту секунду его тело как будто было бесплотным. Вскоре после этого, на свету, его тело дернулось несколько раз и исчезло без следа. Цзятинь-Лунь был в шоке. Как только он дал указание своим подчиненным быть осторожными, Хань Ли внезапно оказался всего в нескольких десятках шагов от них. Не дожидаясь, пока Цзятинь-Лунь отдаст приказ, железные гвардейцы беспорядочно выстрелили из арбалетов еще раз. На этот раз последовали летающие ножи, болты и ряд другого спрятанного оружия. В совокупности они, как рой пчел, направились в сторону Хань Ли. Совершив обстрел, эти люди смотрели друг на друга с тревогой. Их противник уже был не виден, исчезнув без следа. Цзятинь-Лунь встревожился, и он вдруг услышал два жалких вопля позади себя. Он опешил и сразу же обернулся. Он увидел, что два железных охранника рядом с ним превратились в огненные шары. Он также видел, что юноша, который ранее исчез, прижимал ладони к телам охранников. В мгновение, когда его ладони оставили тело, два железных стражника уже превратились в пепел. Когда ладони юноши разомкнулись, Цзятинь-Лунь увидел мерцание красных огоньков с его стороны, но он не знал, что за удивительную технику использовал Хань Ли. То, что Цзятинь-Лунь видел, было прекрасной демонстрацией магических приемов и боевых искусств одновременно. Красный огонь исходил от его рук, каждый светящийся свет был небольшим огненным шаром от техники огненного шара. Хань Ли медленно распространял магическую силу через свое тело, получая небольшие огненные шары в их оригинальном размере. Затем его фигура исчезла и тут же появилась в другом конце толпы. Снова еще один член банды одичавшего волка превратился в бушующий огненный шар. Таким образом, Хань Ли периодически исчезал и появлялся в толпе. Каждый раз он, казалось, получал жертву. Независимо от того, где он коснулся жертвы, с какой стороны, человек сразу воспламенялся и полностью исчезал из мира. Цзятинь-Лунь непонимающе взглянула вперед с глазами, и ему не хватало даже малейшего духу. Лицо казалось пепельно-серым, как у трупа. В этот короткий миг более половины погибли от руки Хань Ли. Оставшиеся чувствовали себя неуверенно, и один за другим они начали разбегаться во все стороны. Однако,
эти люди обращались в прах, один за другим. К тому времени, как он потерял своего последнего подчиненного, у Цзятинь-Лун уже не осталось духа. Командир банды одичавшего волка совсем онемел. Он знал, что то, что он не был тронут Ханьли, было намеренной задумкой его соперника. Тем не менее, он был единственным, оставшимся теперь, и смертоносному огню в конце концов оставалось спуститься только на его собственную голову. Ханьли не позволил командиру Цзятинь-Луню больше ждать. После того, как он избавился от последнего подчиненного командира, Ханьли не стал медлить и сразу промелькнул позади Цзятинь-Луня. Ханьли отправил в него полный огненный шар. После того, как великий Цзятинь-Лунь был отправлен в другой мир, Ханьли хлопнул в ладоши и тихо сказал себе: «Кажется, что убить стольких людей было не слишком трудным делом. Я советовал вам разобраться с этим самим. Это было бы намного лучше. Было бы меньше страданий, но ты заставил меня лично все уладить. Ощущение горения должно быть безусловно неприятным». Глава 95. Знаменитое демоническое имя. Ханьли поднял голову и уставился на арену. Независимо от того, смотрел ли он на членов секты Семи Тайн или банды одичавшего волка, на них не было лица, а они смотрели друг на друга с выражением ужаса и страха. Поимка летающего меча, убийство монаха Золотого Света, мгновенное превращение Цзятинь-Луня и 10 телохранителей в пепел — все эти действия показали, что Ханьли не только бессмертный культиватор, как монах Золотой Свет, но также и безжалостный и немилосердный. Его методы были еще более хладнокровным и безжалостным, чем методы монаха Золотого Света. Таким образом, везде, куда приземлялся его взгляд, народ опускал свои головы. Никто не осмелился встретиться с ним взглядом. Нынешний Ханьли был способен вызывать страх в каждом. Заблудились. Может быть, вы хотите остаться на горе, и чтобы я помог вам найти дорогу? Ханьли холодно сказал в сторону членов банды одичавшего волка. Звук его голоса не был громким, но в данный момент тысячи людей на вершине горы могли отчетливо слышать его, дрожа в ужасе от этого звука. «Быстрее, давайте бежать. Если мы задержимся здесь, он сожжет нас до смерти!» — кричал неизвестный. Одновременно банда одичавшего волка и остальные захватчики из небольших сект мгновенно стали хаотично двигаться, а они толкали друг друга, пытаясь первыми сбежать с гор. Поток людей, устремившихся вниз, заполонил горный путь. По пути многие из них были тяжело травмированы и даже затоптаны насмерть. Вскоре после того, место встречи солнца опустело, за исключением членов из 7 тайн секты, там никого не было. Ван Цзюэчу был удивлен и радостен. Никогда бы он не подумал, что опасность, с которой столкнулась его секта, будет так легко предотвратить или что Цзятинь-Лунь тоже будет разрушен. Однако в его сердце были и следы беспокойства, несмотря на его счастье. Он знал, что раз Ханьли помог им так легко избежать катастрофы, он также может оказывать давление на секту Семи Тайн или даже уничтожить ее, заставляя их стать нынешней бандой одичавшего волка. Когда лидер секты Ван думал об этом, следы беспокойства вновь появились в его изначально расслабленном сердце. Невольно его взгляд переместился к центру арены. «Ай! Где доктор Хан?» Потрясенный лидер секты Ван втянул в себя резкий вдох. Ханьли исчез без следа. «Кто-нибудь видел доктора Хань?» Ван Цзюэчу поспешно спросил. «Без понятия». «Не заметил». Почти все в толпе понятия не имели, куда пошел Ханьли, но этого следовало ожидать. В конце концов, их внимание фиксировалось на методе, которым Ханьли сжег своих оппонентов. Кто посмеет обратить свои взоры от этого бесчеловечного монстра? Благодаря своей технике, Ханьли очень легко скрыл свое перемещение, ведь он не хотел, чтобы его видели. Не нужно больше его искать. Я увидел, что он смешался с толпой и уже отошел от места встречи солнца. Много мужчин в серых одеждах открыли рты и сказали это, пришедши в себя. Уже ушел. Куда он пошел? У лидера секты Ван было сложное выражение лица.
Он горько улыбнулся, хмыкая. Он созерцал окружающее, его взгляд приземлился на одного человека. Глаза Ван Цзюэйча вдруг зажглись ярким светом, и его губы кривились в улыбке, раскрывая вид старого хитрого мошенника. В тот момент возбужденный Ли Фэю говорил с Чжан Сюэр. Его друг неожиданно разоблачил себя как мощного эксперта, и Ли Фэю не заметил, что он оказался в центре чьего-то внимания. Банда одичавшего волка и остальные захватчики стремительно отступили в горы. Они издевались над лошадьми, несущихся сквозь ночь, для того, чтобы поскорее покинуть территорию секты Семи Тайн. Так как верхний эшелон секты Семи Тайн был серьезно поврежден, лидер секты Ван не послал людей, чтобы преследовать отступающих захватчиков. Это был очень длинный день. После того, как он прошел, и банда одичавшего волка, и секта Семи Тайн сложили флаги и прекратили свои удары в барабан, объявляя прекращение огня, чтобы оправиться от потерь. На этот раз в бою между обеими сторонами произошло много поворотов. Вскоре распространились слухи о легендарных бессмертных, а также о демонической фигуре. Этот легендарный рассказ вызвал у представителей сторон неустанное обсуждение этой темы, превращая рассказ в легенду, которая будет бесконечно передаваться через поколения. В истории Великая битва началась с высшего обладателя меча, способного испускать вспышки из своего меча, сражаясь против меча бессмертного, который мог летать, ступая на свой летающий меч. В конце концов, техника летающих мечей казалась гораздо загадочней техники меча, испускающего вспышки, и таким образом меч бессмертного легко победил меч Верховного. Пользуясь этой возможностью, огненный демон внезапно появился и убил меч бессмертного после того, как меч Верховного и меч бессмертного повредили друг друга. Демон тоже взбесился, вызывая огонь, убивший более 1000 зрителей. Одной из жертв был незадачливый Цзя Тиньлунь, командир банды одичавшего волка. Он умер без трупа, распавшись в пыль. На границе долины Руки Бога Хань Ли услышал рассказ, в котором он превратился в огненного демона из уст Ли Фэюя. Он стоял в шоке, потеряв дар речи. Тем временем Ли Фэю откидывался вверх и наклонялся, смеясь до такой степени, что смог выпрямить спину только через полдня. Это было в полдень, на 5-й день после дуэли. В ту ночь Хань Ли молча скрылся в толпе и остался на высшем уровне солнца. Когда он нашел кривую душу, они вернулись в долину Руки Бога. Вернувшись, он повесил знак, что он отказывается встречаться с кем-либо, даже с высшей властью секты Семи Тайн, из-за обучения. Естественно, из-за славы Хань Ли, вершина власти не решилась выказать любое чувство неудовлетворенности, не смея наведываться в долину Руки Бога без приглашения. Они могли только покорно ждать за пределами долины в течение периода времени и вздохнуть, вернувшись обратно. В течение следующих дней Хань Ли начал использовать талисман Меч Карлика, чтобы практиковать технику телекинеза. Поскольку он знал, что ему недолго осталось, он решил практиковать технику телекинеза до восхода солнца. Каждый день он заставлял светящиеся талисманы парить в долину и лететь беспрепятственно в танце, пока его энергия не была исчерпана. Затем он закрывал глаза, чтобы пополнить энергию, прежде чем возобновить свою практику. Таким образом, Хань Ли неоднократно настаивал на сухом и однообразном обучении, которое длилось 3 дня, пока он полностью не освоил начальный этап техники телекинеза.